Прямо сейчас, пока ты смотришь на этот экран, в твоем поле зрения есть дыра. Не метафорическая, настоящая. Часть того, что находится перед тобой, ты просто не видишь и никогда не видел. И самое странное во всем этом, твой мозг это знает, и каждую секунду твоей жизни тихо скрывает от тебя правду. Это называется слепое пятно. И то, что ты о нем не знаешь, не случайность. Это один из самых изощренных обманов, которые твой мозг проворачивает с тобой постоянно. Начнем с анатомии. В глубине каждого твоего глаза находится сетчатка, тонкий слой ткани, покрытый миллионами светочувствительных клеток. Эти клетки называются фоторецепторами, и именно они преобразуют свет в электрические сигналы. Но у этой системы есть одна конструктивная особенность, которую можно назвать архитектурной ошибкой. В одном конкретном месте сетчатки нет вообще никаких фоторецепторов. Ни одного. Потому что именно в этом месте все нервные волокна собираются в пучок и уходят в мозг через зрительный нерв. Это место называется диском зрительного нерва, и оно абсолютно слепо. Размер этого пятна примерно 5-7 градусов в ширину, и оно располагается в боковой части твоего поля зрения. Если ты вытянешь руку и посмотришь на большой палец, слепое пятно примерно такого же размера, как 3-4 таких пальца, поставленных рядом. Это удивительно большая область, которую ты не воспринимаешь. И все же ты никогда не замечаешь темного провала в своем зрении. Почему? Потому что твой мозг дорисовывает реальность. Это открытие не новое. В 1668 году французский физик и аббат Эдм Мариот первым описал слепое пятно как анатомический факт. По имеющимся сведениям, он демонстрировал этот эффект своим современникам, показывая, как человеческое лицо может буквально исчезнуть из поля зрения, если расположить его в нужной точке. Это производило эффект фокуса. Но это был не фокус, это был полифокус, это была физиология. Мариот тогда не мог объяснить, почему слепое пятно не ощущается в повседневной жизни. Этот ответ пришел позже, и он оказался намного интереснее самого факта отсутствия фоторецепторов. Твой мозг не просто игнорирует слепое пятно, он активно заполняет его, придумывает, что там должно быть, на основе того, что окружает эту область. Если вокруг слепого пятна однородный фон, мозг рисует в нем такой же однородный фон. Если рядом есть линии, мозг их продолжает. Если за слепым пятном должны быть стена или небо, именно их ты и видишь на месте дыры. Нейробиологи называют этот процесс перцептивным заполнением, а по-английски «filling in». Исследователь Вилиянур Рамачандран из Калифорнийского университета в Сан-Диего провел серию экспериментов в начале 1990-х годов, которые показали, насколько активен этот процесс. Мозг не просто замалчивает отсутствие информации. Он генерирует ее. В одном из его опытов испытуемые смотрели на точку, а рядом располагалась решетка из параллельных линий, частично попадающая в зону слепого пятна. Кстати, если тебе нравится такой формат, подпишись на канал и поставь лайк. А теперь вернемся к главному. Люди не видели разрыва в решетке. Они видели целую, непрерывную решетку. Мозг дорисовал недостающие линии, прямо внутри физически слепой зоны. Задумайся об этом на секунду. Ты не просто не видишь часть реальности, ты видишь то, чего там нет. И у тебя нет никакого способа это почувствовать. Но зачем мозгу вообще это делать? Почему не оставить просто черное пятно, честную дыру в картинке? Ответ связан с тем, как работает восприятие в принципе. Твой мозг не записывает реальность как видеокамера. Он строит ее. Каждую секунду он получает огромный поток неполных, противоречивых, зашумленных сигналов от органов чувств. И из этого хаоса он создает связанную, стабильную картину мира. Картину, в которой можно действовать, принимать решения, выживать. Пробел в сетчатке – это просто еще одна неполнота, которую мозг закрывает так же, как закрывает сотни других. Именно поэтому у тебя нет ощущения темного провала сбоку от центра взгляда. Нет никакого сигнала тревоги. Нет предупреждения. Мозг провел операцию незаметно, бесшумно, автоматически. Как делает это всегда. Теперь возникает вопрос. А если мозг настолько хорошо скрывает одну физическую слепоту, что еще он скрывает? Нейробиолог Дэвид Иглман, автор книги «Инкогнито», утверждает, что то, что ты осознаешь в каждый момент времени, это крошечный фрагмент того, что на самом деле обрабатывает твой мозг. Большая часть работы происходит ниже уровня сознания.
Слепое пятно– это просто самый наглядный пример того, как мозг принимает решение за тебя, не спрашивая разрешения. И вот что по-настоящему меняет перспективу. Перцептивное заполнение происходит не только со слепым пятном. Исследования показали, что мозг применяет тот же механизм везде, где информация неполная или двусмысленная. Он достраивает лица по нескольким чертам. Он завершает слова, которые ты не дослышал. Он видит знакомые образы в случайных формах, в облаках, в трещинах, на потолке, в тени на стене. Этот эффект называется пареидолией, и это та же самая функция заполнения, только направленная на случайные данные. Это значит, что слепое пятно не исключение. Это окно в принцип, по которому устроено все твое восприятие. Реальность, которую ты видишь, это редактированная версия. Монтаж. Твой мозг убирает шум, скрывает дыры, добавляет детали и подает тебе готовый продукт. Убедительный, цельный и непрерывный. Есть и практические следствия. Именно поэтому очевидцы так часто ошибаются. Именно поэтому ты можешь перечитать собственный текст 10 раз и не заметить опечатку. Мозг видит то, что ожидает увидеть, а не то, что там написано. Именно поэтому фокусники работают с вниманием и ожиданием. Они не обманывают глаза, они договариваются с мозгом. Исследования Дэниела Саймонса и Кристофера Шабри, авторов знаменитого эксперимента с невидимой гориллой, показали, что люди не замечают крупные, очевидные изменения в сцене, если их внимание сосредоточено в другом месте. Это явление называется слепотой невнимания. И оно работает по тому же принципу. Мозг не записывает все подряд. Он записывает то, что считает важным, а остальное либо игнорирует, либо дорисовывает из предположений. Ты никогда не видел мир таким, какой он есть на самом деле. Ты видел его таким, каким твой мозг решил тебе его показать. И в этом нет ничего пугающего, если понимать, зачем это нужно. Мозг заполняет слепое пятно не потому, что хочет тебя обмануть. Он делает это потому, что непрерывная, стабильная картина мира – это необходимое условие для нормальной жизни. Постоянно замечать каждый изъян восприятия было бы невыносимо. Это отвлекало бы от действий. Мозг оптимизирует опыт, а не честность отображения. Но знать об этом значит видеть чуть дальше, когда ты абсолютно уверен в том, что видел, когда кажется, что память кристально ясна, когда первое впечатление кажется неопровержимым. В эти моменты стоит вспомнить о слепом пятне. Не потому, что нельзя доверять своим глазам, а потому что то, что ты видишь, всегда немного больше работа мозга, чем работа глаза. Прямо сейчас, пока ты смотришь на этот экран, в твоем поле зрения есть дыра. Она была всегда. И твой мозг, не спрашивая тебя, уже нарисовал в ней то, чего там нет, чтобы мир выглядел целым. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и включить колокольчик. До встречи в новых видео.